Цинтра. Тихое и спокойное место, где произошло полное уничтожение всего живого в области действия Нильфгардской армии. Даже сама королева, дабы не остаться заложницей нильфов, решила навернуть сальтушку 360 прямо в окно. После произошедшего возвращаться туда будет, безумием. Хотя не, похуй, нормально. Геральт оказывается недалеко от деревни Хильден близ Цинтры, дабы подзаработать немного денег. Полное отсутствие карты и возможность ее открыть делает его путешествие еще более загадочным и интересным. Кстати, будьте начеку, если у вас DirectX 11 и вы все же решите открыть карту, это приведет к крашу игры. Может быть. А может и нет. Первым делом нам потребуется залететь в таверну, что не мудрено, ведь черт его знает, сколько мы были в пути. В поисках работы Григорий осматривает доску объявлений, и в этот момент к нам обращается местный усач по имени Грегор и заявляет, что у их старосты есть работа как раз для ведьмака. Мы, конечно, мотаем это все на ус, но работа работой, а жрать все-таки хочется. Однако, зайдя в таверну, нас ждет полнейшее разочарование. Автор мода решил соблюсти границы канона, и наш игровой Геральт с кошельком, содержащим в себе монет примерно до хуя, плюс еще столько же, плюс еще на небольшой особняк, превращается в обычного дефолтного книжного ведьмака с дыркой в кошельке и ржавым мечом для людей, который внешне больше напоминает кочергу из бабкиного сарая, о которой забыли лет так на 200. Очевидно, что Геральт стал фанатом Генри Кавилла, а иначе я не понимаю, как все бабки можно было спустить на его костюм. Так что никакого отдыха, бегом к Йоне, чтобы поговорить с ним о новом контракте. Его дом находится у ветряной мельницы, и я крайне вам сочувствую, если у вас слабое железо и дальность пририсовки уровня близорукого человека, поскольку ни меток, ни карты здесь нет, и мельницу придется искать самому. К счастью, искать долго ее не придется. Важный как бумажный Йона стоит прямо возле мельницы, он сразу признает нас ведьмака и дает нам работу. В деревне появилась проблема, в которой нужна помощь профи. Недалеко отсюда есть поля, где растут определенные растения, которые используются для лечения различных недугов. Периодически староста отправляет туда ребят на сборы, но, к сожалению, всего неделю назад они не вернулись. Их даже искать пробовали, но что-то не пошло. Задумчивый Геральт думает, что это все не по его части и считает, что здесь нужен детектив, но это действие я крайне осуждаю. У тебя 0 рублей на счету, плотва кушать хочет. У тебя у самого в кармане, кроме дырки, из которой даже выпадать нечему, ничего нет. Иди работай, сука. Йона нам поведал историю о том, что на этих лугах происходили странные вещи. Там находили умертвленных странным способом жителей деревни, что уже звучит для ведьмака немножко поинтересней. Поторговаться у нас не получится, 200 крон это все, что этот лысый Скрудж Макдак сможет нам дать. Но учитывая ситуацию, торговаться не в наших правилах, поэтому беремся. И дальше начинается увлекательнейшее путешествие, поскольку ведьмачий GPS-навигатор в этом моде не работает, и вам придется искать место самостоятельно. А я эти побегушки, пожалуй, пропущу. После длительных поисков мы найдем местного жителя с ящиком, в котором тихонько растет маленькая архиспора. После из-под земли, по всей видимости, появится ее мама, чтобы пояснить нам за наши ошибки. Но так как на серебряный меч деньги у нас все же нашлись, многоуважаемый сорняк отправляется в компостницу, где доживает свои последние минутки. После боя с архиспорой к нам подойдет некий господин Сильвио с братанами и скажет, что, слушай, бой был хороший, но ты устал, а мы изначально все так и задумывали. И достанет меч и попытается на вас напасть, что уже с порога характеризует нам этого человека как полнейшего дегенерата. Пройденная ведьмачья база длиной в жизнь позволяет Гере с легкостью отправить этих ребят на полки пятерочки для гулей в виде мясного полуфабриката, а потом отправиться к Йоне за бабками и разъяснением, что это вообще за приколы такие. Йоны возле мельницы не будет, но будет кое-что получше. Кстати, данная сцена является очевидной отсылкой к одному фильму. В чем дело, Эмилио? Боишься, что я испорчу воздух, да? Данная барышня понятия не имеет, где Йона, и таким образом мы снова без денег отправляемся в таверну, чтобы спросить там о нашем заказчике. Но, увы, его там не будет, и нас отправят в местную церковь, где служитель также будет морозиться, но применив на нем акции, мы сможем немножко сторговаться и получить информацию. Но только после того, как очистим склеп от поселившейся там нечисти. Нам, кстати, за это еще и кроны полагаются, но молния не бьет 2 раза в одно место, и в этот раз мы берем предоплату. Собственно, отправляемся в склеп, который также нужно найти по наитию. Там нас встретят Гули и Альгуль, которые по определению серьезными соперниками не являются, поэтому можно спокойно настругать их и исследовать подземелье. Странные увечья на останках Игника, которая никакого отношения к вечному огню не имеет, наталкивает нас на мысли, что здесь все не так просто. Ну и по классике в локации нас встречает главный босс. Огромный Альфа-Гаркайн в маске мухи. По сути является грозным противником, который легко и упорно шлепается к венам. Знаете, этой ловушкой для казуалов. Внимание, действенной ловушкой для казуалов.
Возвращаемся к священнику и получаем остаток нашей награды плюс сведения о Ионе. Нам нужно отправиться в город и спросить о Синей Розе. Тогда мы и сможем найти нашего заказчика. Ну а на этом квест заканчивается, но не заканчивается сам мод. Во-первых, я пока не во все моды поиграл, но я могу понять, почему этот мод занял второе место. Мы имеем полностью новую локацию, логичную завязку, которая в целом не вызывает чувства незавершенности при прохождении, ну как некоторые другие моды, например. Во-вторых, город. Когда я на стриме проходил этот мод, я пропустил эту маленькую деталь. Оказывается, здесь уже практически отстроен город, в котором будут происходить дальнейшие события. А это, черт возьми, интригует. Я определенно могу рекомендовать к прохождению такой мод, и ссылка на него, разумеется, будет в описании. Ну а на этом все. Пока-пока.